Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня вы узнаете уникальнейший рецепт омоложения возрастной кожи лица, кожи шеи, кожи зоны декольте. Маска универсальная с интенсивным, питательным и увлажняющим эффектом. Также эту маску можно нанести на кожу рук и на сухие участки тела. Наносить эту маску нужно 2 или 3 раза в неделю. Маска универсальная и подходит для всех типов кожи. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением в комментариях и напишите свой отзыв. И давайте приступим. Сегодняшняя маска для очень сухой, увядающей кожи. И первый, самый доступный компонент для борьбы с сухостью, шелушением и дряблостью кожи в домашних условиях может использоваться кокосовое масло. Можно использовать пищевое кокосовое масло в твердом виде. Если вы используете твердое масло, то подержите его на водяной бане, либо на медленном огне так, чтобы масло растворилось. Также для этой маски подойдет и аптечное кокосовое масло в жидком виде. Для сегодняшней маски нам понадобится 1 чайная ложка кокосового масла. Я беру именно кокосовое масло вот в таком полурастворенном состоянии. Добавляю в эту маску. Кокосовое масло – это масло интенсивно увлажняет, хорошо питает кожу. Кокосовое масло идеально подходит для нанесения на очень сухую, увядающую кожу. Кокосовое масло обладает высокой комедогенностью, поэтому используйте с осторожностью нанесение кокосового масла в чистом виде. Но в составе сегодняшней маски масло имеет не такую интенсивную консистенцию, поэтому сегодняшняя маска не будет закупоривать поры. И следующий ингредиент для этой маски нам понадобится жирная сметана либо сливки. Я использую для сегодняшней маски густые сливки. Можно также использовать молоко высокой жирности. Также для сегодняшней маски хорошо подойдет и жидкий йогурт. Если у вас жирный тип кожи, то для этой маски используйте также и кефир. Возьмите 1 чайную ложку жирных сливок, йогурта либо кефира. Также тщательно вбейте все компоненты. В момент приготовления домашних масок не торопитесь. Тщательно взбивайте ингредиенты и соблюдайте порядок добавления всех компонентов. Если вы смешаете все заявленные ингредиенты для состава масок одновременно, то в момент смешивания компоненты не будут взаимодействовать между собой, и велика вероятность, что маска у вас не получится. Поэтому соблюдайте не только рецептуру маски, но и порядок приготовления. Это практически 70% успеха и качественности самой маски. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится рисовая мука. Используйте рисовую муку либо домашнего приготовления, вы можете ее самостоятельно приготовить, взяв 2 чайные ложки обычного белого риса и перемелите ее в кофемолке. Также вы можете использовать уже готовую рисовую муку. Нужно взять половину чайной ложки рисовой муки. И также тщательно вбейте в предыдущие компоненты. Рисовая мука также хорошо смягчает кожу. В момент подсыхания будет давать подтягивающий лифтинг-эффект. Дополнительно рисовая мука улучшает оттенок кожи. Делает ее упругой, плотной, эластичной.
На этом этапе маска должна иметь вот такую приятную консистенцию. Маска уже комфортна для нанесения, но требуется еще один компонент, который усилит эффект увлажнения кожи. Для этого нам понадобится оливковое масло. Лучше всего использовать для домашних масок оливковое масло первого холодного отжима. Оливковое масло вы можете заменить на подсолнечное нерафинированное масло, которое также обладает большим количеством витаминов группы В, группы D, витаминов группы А. Добавьте 10 капель оливкового либо подсолнечного масла. И также тщательно взбейте все компоненты. Так, чтобы маска стала пышная, воздушная. Тщательно взбивайте ингредиенты. И, конечно же, так, чтобы не было никаких комочков. Маска имеет очень приятную консистенцию. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде неопределенное количество времени. Главное, не наносите домашние маски в холодном виде. Масляные кокосовые маски лучше всего подержать на водяной бане так, чтобы они приняли свою первоначальную консистенцию. Наносите маску на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Рецепты домашних скрабов и пилингов вы также можете найти на моем канале. Нанесите эту маску в 2 слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается, поэтому сразу нанесите второй слой. Наносите все домашние маски по кожным массажным линиям. Маску можно нанести на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Также аккуратными вбивающими движениями нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз. Держать маску нужно не менее 20 минут. Затем размягчите маску влажным теплым махровым полотенцем, ополосните кожу лица водой комнатной температуры. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую, обнимаю, всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся завтра с новым рецептом. Всем всего хорошего. Пока-пока.